Привет всем и добро пожаловать на The Real Deal Channel, семейный канал о вкусной еде, путешествиях и многом другом. Сегодня в нашем первом выпуске мы вместе с вами приготовим невероятно вкусную хашламу по армянскому рецепту. От нас вкусная еда, а от вас это подписка на канал. Ставьте нам лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующих наших выпусках, а также оставьте комментарий к этому видео. Поехали! Приветствую вас, дорогие подписчики! Сегодня вместе с вами мы приготовим вкусную хашламу по армянскому рецепту. Для этого нам понадобится мясо молодого барашка, болгарский перец, помидоры, лук, зелень. Сегодня у нас кинза, петрушка, укроп. И также мы добавим картошечку, но в принципе в стандартном рецепте ее не нужно добавлять. Но если вы любите, можете добавить, оно вкус вам не испортит. Соль, перец, также 1,5 бутылочки пива где-то примерно. И вот эти вот острые 2 перчика. Мы взяли перец чили, перец серрано. Если вы любите, добавляйте. Не любите, можете не добавлять. Поехали! Сегодня утром специально рано встал и поехал к проверенному мяснику, а не в магазин, чтобы купить молодого барашка для нашей хашламы. Здесь ровно половина барана, где-то 8-9 килограмм или около 19-20 паундов. На месте, прямо там, мне разделали эту тушу на части. Как вы видите, у нас присутствует тут и лопатка, и грудинка с ребрышками, голяшка, еще одна голяшка, задняя нога, челогач. Для хашламы можно использовать любые части, нарезанные средними или большими кусками. Я думаю, что я возьму ровно половину из того, что у нас есть. Так что давайте выберем мясо, которое мы будем использовать. Возьмем вот такие вот части на косточках. И потом уже разделаем их. И также перейдем к нарезке овощей. Вот так примерно где-то 3-4 килограмма мяса нам как раз таки понадобится для того, чтобы сделать нашу вкусную, сочную хашламу. Возьмем наше мясо и там, где вот очень большие куски, мы просто немного разрежем. Вот у нас есть вот так, даже сделаем и в этом куске, разрежем его. Из этого мы сделали 3. Прекрасно. Здесь у нас тоже можно. Пожалуйста. Пойдем дальше. Очень важно иметь хороший и острый нож. Так, этот кусок у нас пойдет так, как он есть. В принципе, этот тоже. Здесь у нас тоже косточка, ее мы оставим. Здесь можно немного обрезать. Голяшку мы оставим прямо так. Это будет очень вкусно. Кусок лопаточки тоже оставим. Челогач. Это нормально. Этот кусок мы разрежем на несколько кусочков. Прекрасно. Еще один большой кусок также разрежем. И тут можно тоже разделить. Ну что ж, с мясом мы разобрались, уберем его в сторону и перейдем к нарезке овощей. Для овощей нам понадобится болгарский перец, 2 или 3, пару помидор, лук, как мы уже говорили, зелень и острые перчики. Начнем с болгарского перца. Разрежем его, вырежем сердцевиночку. Разрезаем примерно на такие вот части. Берем эту сторону. И проделаем то же самое
другими двумя перцами. Продолжим то же самое с нашим красным перцем. Вырежем сердцевиночку, разрежем на вот такие вот части. И на самом деле можно даже взять и разрезать их еще и напополам. Прямо вот так вот, чтобы целиком они у нас потом не были в нашем бульоне и было легче кушать. Закончим тут. Разделим опять пополам. И все это дело положим в сторонку и будем использовать в скором времени в нашей хашламе. Перейдем к помидорам. Будем резать их полукольцами. Не очень толстые, не очень тонкие. И возьмем для этого 4 помидора, чтобы наша хашлама получилась посочнее. Ну что ж, проделаем то же самое с нашим луком. Разделим пополам и нарежем не очень большими и не очень маленькими полукольцами. Здесь, видимо, так вкусно, что мухи все набежали к нам. Что ж, перейдем теперь к зелени. Возьмем понемногу того, что у вас есть, или того, что вы, в принципе, любите, и нарежем для того, чтобы чуть позднее положить это в нашу хашламу. Примерно такими кусками. И где-то за последние, как останется, около 30-40 минут мы эту зелень закинем в наш обед. Все наши ингредиенты уже готовы, и мы можем перейти к приготовлению самого блюда. Для приготовления нашей хашламы мы будем использовать вот этот вот 12-литровый чугунный узбекский казан. Хашлама будет готовиться в собственном соку. Нам совершенно не понадобится масло. Это сделает наше блюдо не только вкусным, но еще и полезным. Для приготовления хашламы все ингредиенты выкладываются слоями. Начнем с лука. Для чего с лука? Для того, чтобы наше мясо не пригорало к казану. Сверху положим помидорки. Они нам дадут ароматный вкус
Добавим наши перчики. Это будет первый слой. И сверху этого положим куски мяса. Смотрите, как аппетитно и вкусно уже это все выглядит. Первый слой наш готов, и теперь мы можем посолить. Это примерно столовая ложка соли и где-то пол столовой ложки перца. Начнем закладку второго слоя. Те ингредиенты, которые у нас остались, опять же, это лук, помидорчики, перчик, и сверху выложим еще один слой мяса. Ах, какие кусочки! Уже вкус этой хашламы прямо у меня во рту. Добавим помидорки и немного лука, которые у нас остались, сверху. Возьмем и посолим еще сверху солью. Еще одна столовая ложечка, даже можно чуть-чуть больше, по вашему вкусу. Добавим немного перчика. А картошку и зелень мы добавим попозже, когда наше блюдо уже будет в полуготовности. Главный секретный ингредиент этого блюда, для того, чтобы вы получили настоящий армянский, кавказский вкус хашламы, это примерно 1,5 бутылочки вашего любимого пива, которое мы заливаем прямо сверху. И еще примерно половиночку. В самом начале огонь должен быть очень сильным, для того, чтобы блюдо как можно быстрее закипело. После этого мы накроем крышкой и дадим потомиться в собственном соку примерно минут 40-45. Если вы помните, то у нас еще есть ингредиенты, которые мы не использовали. Это картошка, зелень и острый перчик. Их как раз таки мы добавим в середине приготовления, минут через 40-45. После этого дадим еще потомиться в собственном соку столько же времени. Общее время приготовления этого блюда у нас займет примерно от 1,5 до 2 часов. После того, как наше блюдо закипело и в данный момент алкоголь выпаривается, мы закрываем крышкой, делаем огонь послабее и ждем минут 45 для того, чтобы добавить наши следующие ингредиенты. Ну что ж, вот и прошли 45 минут. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Вот это да, вот это вкуснятина. Ну что ж, добавим наши последние ингредиенты. Это картошечка. Высыпем ее сразу сюда. Скидаем ровненько по сторонам. Так вот. Посмотрите, сколько соку дало наше блюдо. Добавим острых перчиков. Это перец чили, перец серрано. Нашей зелени.
И накроем крышечкой еще минут на 45. Ну что ж, прошло еще 45 минут, и наша хашлама уже готова. Откроем. Ох, посмотрите, как прекрасно она смотрится. Ну что ж, в общем времени у нас заняло примерно чуть больше, чем 1,5 часа. Посмотрите, сколько соку она дала. Вся в своем соку. Ну что ж, начнем вытаскивать. Наляган. Посмотрите, какое мясо. Оно прямо тает на этих щипцах. Картошечка. Уже вкус этого, смотрите, оно ж падает прямо с кости. Это просто обалденно. Как вы видите, здесь у нас и первое, и второе. Вот этот весь суп, который остался, он очень и очень полезен. Так что вытащим мясо и отдельно потом уже нальем супца порционно каждому в тарелочку. А для любителей остренького у нас есть вот этот перчик и еще один зелененький. Приятного вам аппетита! Большое спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии, и мы ждем вас на следующих видео. Пока!